Дешево и сердито. Почему еще так популярна отделка потолка пластиковыми панелями? Если вы делаете ремонт в ванной комнате или балконе, вас обязательно заинтересует отделка потолка пластиковыми панелями и способ ее выполнения. Предлагаем познакомиться с особенностями данных отделочных работ и порядком выбора материала. Отделка потолка пластиковыми панелями, достоинства и недостатки материала. Купить пластиковые панели для потолка следует благодаря их неоспоримым преимуществам. Длительный срок службы по сравнению с природными материалами, надежная защита потолка от внешнего негативного воздействия, простота монтажа и демонтажа, возможность использования смонтированной потолочной системы для размещения электропроводки, небольшой вес, большой ассортимент, доступность, универсальность, простота ухода. К недостаткам стоит отнести присутствие в продаже некачественного материала, при изготовлении которого используется пластик, содержащий токсичные вещества, отсутствие паронепроницаемости, что приводит к тому, что через сформированное покрытие не циркулирует воздух. Как следствие, в помещении может повыситься уровень влажности, выгорание на солнце большинства изделий, выделение едкого дыма в процессе горения. Внутри пустот могут завестись насекомые, от которых впоследствии будет достаточно сложно избавиться. Виды потолочных панелей ПВХ. Прорабатывая дизайн будущего потолка, стоит ознакомиться с существующими видами потолочных панелей ПВХ. Производители предлагают достаточно большой ассортимент, а потому всегда можно подобрать подходящий вариант для своего дома. По форме и текстуре. В зависимости от формы панели могут быть шовными. Формируемое покрытие имитирует деревянную вагонку. Благодаря особой форме, после объединения подобных изделий в единое полотно формируются характерные желоба в местах соединения соседних элементов. Бесшовными. Благодаря особой форме подобных панелей на потолке практически незаметны места соединения соседних элементов. Совет. Используя герметик необходимого цвета, можно задекорировать места соединения бесшовных панелей. Текстурное решение для отделки потолка представлено в большом ассортименте. Можно выбрать материал, являющийся имитацией натуральных материалов, или приобрести матовые, глянцевые, либо лакированные панели по размеру и цветовой гамме. Для монтажа подвесного потолка своими руками можно использовать пластиковые панели различного размера. Производители предлагают изделия длиной 2,7-3 метра, либо 6 метров, шириной 10, 20, 25 и 50 сантиметров, толщиной 5-10 миллиметров. Внимание! Пластиковые ламели для потолка тоньше панелей для стен. Стандартным цветовым решением являются белые изделия. Сформированные с их помощью потолочное покрытие не только сможет гармонично вписываться в любой интерьер, но и визуально сделает потолок выше. Если белая поверхность не нравится, можно отдать предпочтение таким панелям однотонным цветом. Простой и практичный вариант отличается повышенной стойкостью к механическому воздействию. Лакированным, на поверхности которых сформировано специальное покрытие. Такие изделия достаточно чувствительны к механическому воздействию. С рисунком. На лицевую поверхность подобных изделий наносится узор. Они изготавливаются преимущественно из мягкого пластика и стоят меньше однотонных аналогов. Исключением являются ламели с термопечатью, обладающие высокой прочностью. Ламинированными. Нанесенная на поверхность подобных изделий пленка позволит имитировать различные природные материалы – дерево, камень и другие. Такие панели нуждаются в защите от ультрафиолета из-за риска отслаивания декоративного слоя. Дизайн потолка из пластиковых панелей на кухне, в ванной и прихожей. Если вы планируете смонтировать потолок из ПВХ панелей своими руками, стоит сначала разработать его дизайн. Предлагаем поискать идею для последующего воплощения на фото реализованных проектов. Как выбрать пластиковые панели?
Чтобы потолок из ПВХ панелей в ванной или на балконе получился красивым и прослужил достаточно долго, надо изначально выбрать качественный облицовочный материал. Панели должны иметь правильную форму, с ровными поверхностями, легко соединяться между собой, не образуя зазора, не иметь резкого запаха. Его наличие свидетельствует о том, что при изготовлении ламелей использовалось некачественное сырье. Иметь четкий рисунок, возвращаться в исходное положение после несильного нажатия или скручивания, иметь ребра жесткости, не просматривающиеся с внешней стороны. Внимание, качество выбранного материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Как сделать потолок из пластиковых панелей на каркасе? Материал закуплен, из помещения удалены посторонняя мебель и люди. Пора приступать к установке потолка из ПВХ панелей своими руками. Последовательность работы заключается в подготовке и установке каркаса и монтаже непосредственно панелей. Сборка каркаса из направляющих элементов. Сначала готовят рабочую поверхность, старый потолок очищают от грязи или предыдущего отделочного материала. Далее следует этап разметки каркаса. Нужно прочертить линию, на которую следует ориентироваться при креплении профиля. Разметку делают на листе бумаги, обрешетку выполняют легким профилем SD. Идеальный шаг между поперечными планками составляет 60 см. Для установки понадобится дрель и дюбели, учитывая, что на полметра профиля берут 1 дюбель и 1 саморез на полметра панели. Нюанс: если вы используете деревянный каркас, вместо саморезов можно взять скобы 6 мм. Важно, в работе опираются на строительный уровень, который не позволит сделать каркас косо. Монтаж панелей ПВХ на потолок. После установки каркаса остается узнать, как крепить панели ПВХ к потолку. Времени крепления занимает немного, справиться с работой тоже несложно. Если необходимый инструмент есть, то после установки каркаса сразу можно приступить к дальнейшей сборке. Лучше заранее подготовить новую ножовку и мягкий, простой карандаш. Листы ПВХ обрезают на необходимую длину, если это требуется, учитывая, что по длине каждая панель должна быть на 5 мм меньше, чем расстояние между двумя стенами. Монтаж проводится, начиная от окна. Сначала закрепляют на профиле крепежные планки, в которые можно установить плинтусы. Первый лист задвигают в проем, образовавшийся между плинтусом и профильной планкой. Закрепление производят с помощью самореза с широкой шляпкой. После установки последней панели работу считают оконченной. Можно приводить все в порядок. Как крепить пластиковые панели непосредственно к потолку? Крепление ПВХ панелей на потолок можно просто приклеить, если есть подходящие условия. Ровная поверхность, относительно сухое помещение. Если помещение полностью сухое, то приобретается клей для пластика, который наносят на панель. Ее просто приклеивают к потолку, начиная от угла около окна комнаты. Если помещение подвергается действию влаги, то крепление можно произвести с помощью жидких гвоздей. На заключительном этапе по периметру прикрепляют потолочный плинтус. Особенности монтажа точечных светильников. Потолок из пластиковых панелей. Выбирая светильник, не забывать, что пластик способен расплавиться от чрезмерного нагрева. Именно поэтому для установки в потолок из ПВХ листов не годятся лампочки накаливания и газозарядные лампы, а вот светодиодное освещение 40 Вт будет уместным. Важно, количество ламп для одного трансформатора составляет 4 штуки, при длине проводов, не превышающей 250 см. Для установки освещения заранее готовят все необходимые провода, лампы, изоленты, клеммники, выключатели. Определив местоположение каждого светильника, на потолок наносят разметку. Важно не попасть на стыки панелей или на профиль. Если отсутствует дрель с подходящей насадкой, то используют циркуль и канцелярский нож. Работая канцелярским ножом, прорез делают внутрь круга. Важно, сверлят только на неустановленной панели.
Особенности эксплуатации и ухода за потолочными пластиковыми панелями различных помещений. Хоть пластик не капризный материал, тем не менее он тоже требует ухода. Согласно специфике, помещение подбирается и способ очищения потолка. Потолок из пластиковых панелей в ванной комнате, туалете и кухне. Ванная, кухня и туалет – помещения с повышенным уровнем влажности. Выше уже упоминалось о влагостойкости ПВХ панелей, но не утверждалось того, что такие изделия не нужно правильно эксплуатировать. Жир может попасть на потолок и остаться там с желтовато-коричневым застывшими каплями, которые не так-то просто смыть. Поэтому нужно взять за правило каждый раз после приготовления пищи на сковороде протирать панели умеренно влажной тряпкой. Протирать потолок из ПВХ панелей в ванной и в туалете можно тряпочкой из микрофибры, меламиновой губкой. В коридоре, на балконе или лоджии не готовят пищу, там нет пара, нет повышенной влажности. В таких помещениях, кроме как смахнуть с панелек некоторое количество пыли, ничего не требуется.